Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михайленко. Сегодня у нас 12 октября, этот видеоролик вы увидите, скорее всего, 13 октября утром, поэтому всем доброе утро. Мы находимся в центре столицы курорта. Это, друзья, наш любимый город Ялта. Сегодня у нас будет вечерняя Ялта. Сегодня я не один, со мной моя коллега по цеху, подруга Александр Михайленко. Аполлинария Гордиенко. Мы вот в таких цветах. Не обращайте внимания. Это Незалежно. мы случайно. Нет, мы специально готовились. Нет, мы вообще случайно сегодня созвонились. А Саша как раз в Ялту. А это с Такая Ялты удача. собрался. В общем-то, такая спонтанная встреча у нас. Прогуляемся сегодня по набережной Ялты. Что нам интересно расскажешь за Ялту? Ну, во-первых, что посмотри, сколько народу. И обрати внимание, я календарь переверну, и 43 сентября, а мы раздеты. Это правда, на Жарко улице у нас. тепло. Да. Слышал, что на днях ввели опять масочный режим, Да. но что-то незаметно по людям. В общественных местах, В на общественных улице. только, да? Ну, на улице не надевают, но в магазин вас не пустят, ничего вам не продадут. Да, друзья, в магазин не пускают, в автобусы тоже билеты не продают. Еле доехал без маски, пока не Да? купил ее. Ты без маски? Нет, у меня маска есть, так бы не доехал. Вышли на набережную. Закат мы немножко пропустили, но еще вот красиво подсвечивается таким розовым или каким оранжевым цветом. Очень красивое небо и облака, когда... Нужно подняться, кстати, на Эпетре как-нибудь и над облаками снять видеоролик. Сейчас как раз такая погодка, что, видите, друзья, облака в той стороне. Где Эпетри находится? Там же где-то. Вот оно, Пройдем да? пешком над облаками. Да. Поэтому ждите. Скорее всего, я скоро туда попаду. А может выйти вдвоем. Возможно. Так, что здесь еще интересного? Людей, конечно, очень много. Мне даже кажется, что больше, чем в то время, когда я был здесь летом. Кстати, иду я летом, вечер, август, начало августа. Саша проходит вот так рядом с рюкзаком. Я Саша, а он вот так мимо, вообще в полуметре. И даже не повел. Потому что я снимаю ролик, я Нет, ничего ты не шел слышу. без камеры. Без камеры? Без камеры шел, но вот так вот напролом. Значит, я Саша, опоздал на автобус. ты в ту сторону шел вообще. Блин, тогда я не в должен был сторону. снимать. Нет, Ты обозналась. нет, понимаешь? Я такая, Саша, а ты настолько быстро пролетел, что я такая повернулась. Ну, такая думаю, ну что, я побегу, что ли? Толпа Значит, людей. я куда-то опаздывал. Ты точно куда-то опаздывал. На Эпетре, наверное. Это или вечер был? Это было уже, это ночер был, не то что вечер, уже было очень темно. Блин, не знаю тогда. Так, включили пальмочки у нас. Сейчас пойдем мы их тоже подснимем. Там мы подходим к пальмам. Сейчас нам что-то расскажут, надеюсь, интересное за них. Вот и пальмочки включили. Вы же знаете, что больше $1 миллион 100 год миллионов назад долларов. на украшение Ялты было На Ялту? затрачено 80 миллионов, да. И Рублей или долларов? Подожди. рублей, ну более $1 миллиона. И каждую пальму обернули. Да, в вот эту такие прекрасную деньги гирлянду, да. выделяются на Ялту. Я все переживала, что, может быть, от этих гирлянд пальмам будет плохо, но как мы видим, сезон прошел, уже год. Они вот в этом одеянии. Пальмы не загорелись. Нет, Думаю. не загорелись, не загорели и вроде бы даже не засохли. И, друзья, вот так все теперь красиво здесь в Ялте. Конечно, Ялта шикарно, если сравнивать с другими курортами Крыма, Ялта топ. Мне здесь очень нравится. Все красиво, все чисто, все убрано. Ты что можешь сказать? Не снимай только. Так, что не снимать? Мы всю правду показываем. Что это? Ну, все чисто. Ну, это непонятно, труба это нет, это какая-то. всё нормально. Или полив. Тут дети вот здесь занимаются, на роликах их учат. А, это кататься, фишки целая для роликов. секция, да. Ну, А всё я так нормально. хотела покататься на роликах, а тренер запретила. Так, ты же в Ялте живешь, да? Да. Рассказывай нам, какие минусы в Ялте есть. Минусы. В общем, ни одного минуса не заметила я, кроме. Ну не могу я на такие пляжи ходить, где столько народу. Это как бы вот, особенно когда ты пришел один, вот как ты оставишь вещи? Вот ты пришел и все. Оставила и Тут- все. Ну нет, ну там техника. Ты же там блогер, там ключи, не знаю, карты. Что ты предлагаешь? Нет, просто в других поселках, где вот и городах, где пляжи такие более дикие, там ну, как-то более комфортно на пляже находиться. А Ну, тут понятно, бывает людей страшно поменьше. зайти в воду, потому что Так, там- шторма были у вас на днях?
Так вот, только сегодня ты приехал, видишь, Штиль. Мне не везет, короче, попасть в Ялте на шторм. А, ты хотел на... Да, я мечтаю здесь попасть, поснимать шторм. Конечно, у нас до набережной волны бывает достает. Да, очень, да, это эпично. Зимой, говорят, сильные, да? Так, ты если что, мне звони, когда будет шторм. Договорились. Я успел приехать. Так, еще один минус Ялты. Да, большой минус – это шумовое загрязнение. То есть постоянно, особенно вот когда тепло сезон, ты идешь и вот не слышишь своего собеседника, потому что музыка отовсюду и разная накладывается одно на другое, реклама из динамиков и как бы... Да. Так, насчет загрязнения. Шумового. Мне многие писали в комментариях, мои зрители, что набережная якобы самая чистая, но если отойти немножко в город, то там будет уже не так чисто. Насколько это правдивая информация? Сейчас проверим. Куда мы пойдем? Ну, да, пойдем вот в новый наш пионерский парк. Но Саша, это новый парк, а если не в новый, допустим, а мы по пути пройти? будем не по новым улицам идти. Ага, ну сейчас проверишь. все снимем, всю правду. Но как и мэр сам Ялты сказал, вот когда приезжал на слет блогеров, он начал с того, что все хорошо, говорит, сам мэр сказал. Но пока мы не научимся убирать мусор, ничего не наладится. Вот это тоже у него такие слова. Так что, друзья, не мусорьте, потому что я тоже много посещал каких-то диких мест, диких пляжей, там куча мусора оставляют сами туристы, сами там местные жители, которые приезжают туда на отдых. Поэтому в первую очередь начинаем следить за собой, чтобы убирать, чтобы здесь все было чисто. Я жду твой комментарий, что ты скажешь. Да, Александр правильно говорит. Все правильно, но я не мусорю. Мы блогеры, мы не мусорим. Нет, мы еще и Мы убираем и других призываем тоже не мусорить. В общем, друзья, набережная Ялты сегодня выглядит вот так, как всегда, прекрасное место здесь. Заметьте, сегодня 12 октября. Казалось бы, сезон давно закончился. У нас в Судаке уже половину заведений на Кипарисовой аллее закрыто. Да? Вот Да. я, кстати, хотела спросить. А здесь жизнь кипит. Сезон, я смотрю, продолжается. Очень много людей. Ну, я летом ходил, мне кажется, что как летом здесь. Возможно, немножко летом больше было, но сейчас тоже. Смотрите, сколько. И чем здесь вообще зимой занимаются люди? Какие вопросы сейчас тебе поставлю? Тут жизнь вот не затихает. То есть примерно вот столько людей и зимой ты Зимой выйдешь. столько? По улицам светло. То есть ты можешь, вот я сама могу выйти вот, и пройти там и вечером, потому что освещение везде и не страшно. Ну, блин, круто. А в плане работы? Есть ли какая-то работа для зимы, допустим? Ну, если ты не блогер, конечно. Так я же работаю. Так, Не только. это секретная информация, ты работаешь или Но нет? я в интернете, я уже давно как бы ушла из такой с офисной работы и вот погрузилась в интернет. А что за интернет-работа? Если можешь, интернет. если хочешь, можешь не говорить. Если Не хочу. не хочешь, ну ладно, не будем допрашивать. А допустим, вот молодежь, подростки там закончили школу, какой-то университет, чем они здесь могут заняться? Здесь много разных секций и кружков. В плане работы? В плане работы, ну, также, как везде какие-то обслуживающие предприятия, они постоянно работают. Но у нас в Судаке там вообще только один пансионат зимой работает, все закрыто. Нет, вот здесь как-то попроще. Побольше работы, да? Круглогодичный курорт. Так, что это у нас, рассказывай по пути. Это знаменитый ялтинский квартет. А я смотрю, их трое-четверо. В общем, друзья, на набережной Ялты можно встретить вот таких играющих на скрипках, что это виолончелях, музыкантов. Такой дух Ялты сразу появляется. Играют красиво, молодцы. Авторские права не придут? на За эту такое музыку? не придут, когда играют. А, да? Да. Но я надеюсь, я в прошлый раз снимал их когда-то, мне ничего не пришло. Здравствуйте. Расскажите, как вам 43 сентября, как погода? Замечательно. Замечательно. Вы отдыхаете? Не местные? Нет. А в море еще купаетесь днем? Конечно. Как водичка? Замечательно. Теплая еще, да? А вы куда? На YouTube? А мы снимаем тут для Ютуба про Ялту, про отдыхающих. Вы сами откуда еще раз приехали, извините? Мы приехали из Волгограда. Ага, из Волгограда. Я хочу туда, кстати. Ну, Город когда-нибудь Байконур. приедешь. Очень У нас интересно. очень интересный город. Ну, скажи, пожалуйста, вот какие вы места тут в Ялте ходите? Достопримечательности, может, что интересное можно посмотреть здесь? Пока что мы морем А, вы только увлечены. морем увлечены. На Айпетре были уже или нет? Нет, еще. Я была 10 лет
назад. Я думаю, на Ипетре ничего не изменилось, поэтому... Ну, там очень красиво. Еще обязательно съездить туда. Вы на канатной дороге были или нет? На канатке... Нет, я Теренкуром шла. Ну, попробуйте на канатке. Так долго идти, я думаю. Ладно, спасибо вам большое. Давайте хорошего отдыха. Да, это я. Вы тоже блогеры? Нет. А что снимаете? Передачу смотрим вашу постоянно. Так, вы сами откуда рассказываете? Башкирия. Ого, далеко. 2 года отдыхали в Судаке, потом решили сюда. И как вам Ялта? Ну, нравится. Нравится. Если сравнивать с Судаком, куда вы еще приедете? Почему? Лучше. Знаю, чем-то Там лучше. как-то А Ялта, городишко посмотрите, небольшой, там светится городишко шикарно тут все. Небольшой как-то, там вроде все это. 2 года там отдыхали. Понятно. Так, расскажите тогда зрителям, куда вот сходить в какое-нибудь интересное место, что им Здесь, посмотреть. что ли? Да. Ну да, вообще в Крыму. Можно здесь, можно в Крыму. Ну, сегодня мы на Ипетре были, сегодня мы ездили, в Севастополь ездили. На Ипетре облака внизу были или нет? Или Не было. облаков не было? Нигде не было. Ясно. Вот мы смотрели, Эх, вот жаль. тут, где вы ходили, вот этот мост, но мы туда не А поднялись. почему? Он фотографируется рядом, Я боится. боюсь так высоты у меня. Полезет. Я тоже боюсь. Видите, как сфотографировать? Люди поймали Сашу. Понятно. Так, вы завтра уже уезжаете, Да, да? улетаем завтра. Все. А сколько дней отдыхали? Неделю, 6 дней. Неделю, 6 дней. Как, успели отдохнуть хорошо? Успели, как погода хорошая, отлично. С погодой Так, на следующий год еще приедете? Должны. наверное, приедем. Сейчас должны. кинем копеечки. О, давайте. Ну ладно, спасибо вам большое. Ждем вас на следующий год. В Судаке уже. А он каждый день вас включает. Ну, это хорошо. Он каждый день говорит. Вы сейчас, говорит, идете. А я вижу, да, Саша, кажется, говорю. Ладно, все, Все, спасибо. До свидания. Приедем домой, будем смотреть. Давайте. Вот такие зрители у А меня я смотрю, уже. Саша идет, снимает, что-то рассказывает, а там... Это, кажется, он, кажется, он. А они с телефоном селфи-палка, Саша такой, мы блогеры. Нет, вдруг они тоже блогеры. Так, друзья, мы уже подошли к этому шикарнейшему месту. Это галера, как она называется? Арго или что-то говорила, там же Арго. Сейчас, Короче, это ресторан «Апельсин» на данный момент. и сейчас Саша мне расскажет его историю. Но если бы я ее знал. Сейчас узнает. Я слышал, что якобы на подобной галере сюда приплыли когда-то греки, высадились на этот берег и построили город, я так понимаю, или основание города, ты должна знать. Сейчас узнаешь. Так, говорят, что в Крыму есть проблема с водой. Как Но- это отображается на Ялте? Расскажи. На Ялте никоим образом не отображается, вода есть круглые сутки у нас. То есть нам по графику не дают, да? Нет, никто вот из моих знакомых, кто живут в Ялте, ни один человек не жаловался. Потому что я вот пару дней живу в Симферополе, там реально ограничения по воде дают утром и вечером. А в Судаке есть ограничения? О Судаке не знаю, мы живем в частном доме, у нас в частном доме лично нет никаких ограничений. На квартирах, может, есть какие-то там графики. Друзья? Но у нас еще этот, как называют, куда вода собирается? Смотрите, Резервуар, вот. Он вам не рассказывает, что у него Резервуар, бассейн. друзья. Куда собирается вода. Возможно, из-за этого мы просто не видим, что ее отключают. Возможно. А откуда? Дождевую, что ли, собираете? Она же по часам идет, утром набрался резервуар, все. Так, друзья, мы подошли вот к Приморскому пляжу. Как видим, люди еще купаются. Уже сколько там по времени? Часов 7, но людей это не останавливает. На улице темно, и все купаются. Вот такой он. Курортный сезон не заканчивается. Никогда. Так, отправляемся дальше. Мы идем в какой-то интересный парк. Как он называется? Пионерский парк. Пионерский парк. Я там еще ни разу не был. Сегодня посетим, покажем вам. Что вообще это за парк? Это вообще старый парк. Старый детский парк, ему более 60 лет. И вот Ага. только в конце прошлого года его реставрировали. И теперь это излюбленное место ялтинцев. С То часами есть увидеть. ялтинцы ходят на этот парк все, Да, местные. да. И не Мы- только. Ну, идем смотреть. Так, друзья, посмотрите. Все эти заведения, все магазинчики здесь функционируют, до сих пор еще работают. Если сравнивать с Судаком, то в Судаке действительно сезон уже закончился. Там они половину, 90% закрылись. Большие кафешки, рестораны на Кипре-Савалее тоже позакрывались. Потому что людей нет и им невыгодно работать. Здесь, как мы видим, люди круглый год у нас работают. И И, наши подписчики, да, мы их не сняли. и обрати внимание, что аренду есть чем платить. Да, друзья, здесь аренда стоит каких-то бешеных денег. Давай зайдем спросим. Скажут за аренду. Заходи. Так, муниципальный контроль заходит.
Там она сейчас точно ничего не скажет, пока там покупатель. А мы дождемся, пока она выйдет, и что мы скажем? Мы с камерами таки, нам все равно никто ничего не скажет. Блин, мы без масок. Ладно, мне стрёмно снимать, пойдем дальше или не пойдем? В общем, друзья, наш этот отменяется. Давайте зайдем в другое место. А то, прикинь, такие в масках Так, а ворвались. что мы можем спросить? Прикинь, мы бы в масках зашли бы в магазин. Сколько стоит аренда? Давай. Саша, мы к вам вернулись. Да, как вас зовут и откуда вы? Александр, я загадываю желание. Так, а из какого города вы приехали? Или местный житель? Я здесь пока работаю, живу, ну, сам в Севастополе. А, то есть вы крымчане. Что можно спросить у крымчанина интересного? Как вам 43 сентября? 43-й, как 45-й. А Да. вы откуда? Вы с телека, что ли, или откуда? Мы с Ютуба. Вот снимаем про Крым. Александр Михайленко А с какого города? Судак. А и сюда? Ялта. Так а что я могу нового сказать? То же самое все. Да, скажите для зрителей, которые сюда будут ехать, какое вот интересное место можно посетить в Крыму? Я работаю просто, как бы, ну как сказать, сам на работе, честно говоря. Места не Не посещаете. посещаете, да? Ну нет, я посещаю, но не вне работы и никогда здесь не жил, понимаете? Я когда жил в Севастополе, больше посещал эти места вокруг Ялты, чем сейчас, понимаете? Просто, ну, Так, а если не секрет, где работаете? Где работают местные жители? Вот? я не местный житель, я Севастополь. Ну, Пока- крымчане. Региона. У меня небольшая кофейня, просто маленькая. На набережной здесь, да, или где? Нет, в Пуде, там фруктовый магазин. Ага. Ну, мы зайдем, попробуем тогда вашего Заходите, с кофе. удовольствием. На Спартаке? На Спартаке, да. А, все, поняла. Глава Знаю, цепочки. знаю. Да, заходите. А вообще куда если поехать? Вы же сами прекрасно понимаете. А что, если ребята из Судака, они все прекрасно знают. Нет, тут зрители будут смотреть, они из России, там, из других регионов. Нет, ориентируются, но если ведущий Судак. Судака. Тут два Я всё время ведущих. мечтаю- Я в Судаке был 100 раз, я все время мечтаю, сколько я живу в Севастополе, уже 12 лет, Ага. я все время, мне хотелось в Новый Свет доехать, представляете? Не доехали? Не доехал, представляете? 10 лет Приезжайте живу, обязательно. И что я могу вам сказать про местных, если они работают, куда они могут доехать за эти 100 дней? Местным некогда ездить, это правда. Ну, конечно. Просто об этом тоже нужно говорить, ну, приезжим. Некоторые люди приезжают сюда и хотят остаться, нужно их немножко посвящать, что здесь происходит вообще. Чем вы Ну занимаетесь? да. Ладно, хорошего вечера, спасибо, до свидания. Все хорошо. До свидания. Чтобы ролик не заблокировали, нужно очень быстро говорить, чтобы твой голос звучал громче музыки и не было перерывов. Что это за секреты Ютуба? Я не понял. Это секреты от Петровского. Я Серьезно? не знал про такое. Да, я тоже не знала, я приехала. И оно туда. работает? Но это не точно. Вот проверим. Не, серьезно? Это на блогер-фесте кто-то рассказал, я такая, включили музыку, а как снимать? Петровский сказал вот так-то и так-то. А Петровский потом сказал, а монетизация вообще не нужна. Я думаю, кому не нужна? Кому нужна? Кому нужна? Кто-то роботы не распространяет. Так, что там было на этом блогфесте? Расскажи, меня не было, к сожалению. К сожалению, все Там все на меня спрашивали. злые, я у всех в черном списке, Да, наверное, да, сейчас да, у все- блогеров. Все спрашивали Сашу. А потом на блогер-фест приехал мэр и вручает мне благодарственное письмо. Совершенно случайно у меня в руках оказалась включенная камера. И я это все и свое удивление засняла. Ну не только меня наградили. Так, кого что там наградили? Всех. А тебя Там, наверное, не где-то было. мое письмо даже есть, да? У мэра Ялты. Завалял. Так, обращаюсь к мэру Ялты. Друзья, скиньте ему имейлом или на сайт администрации Ялты. Я жду свое там благодарственное письмо. Письмо за вклад в развитие Ялты. Так, какой вклад у меня сюда? Так ты сколько роликов? Сезон будет, сезон не будет. Ну что, сейчас мы пройдемся по арт-галерее. Короче, что это такое? Расскажи нам. Это такая аллея, Аллея на которой... местных, Аллея художников. где можно прикупить какую-нибудь картину с видом Крыма и не только. Так, а нарисовать меня здесь могут портретик? Могут. Я могу тебе дать на него. Так, вот такие разные картины. Это все авторские работы, да? Да. А мы сейчас снимем, потом перерисуем картины все эти.
Нужно- Ты умеешь писать А мы наймем картины? художника, который нам напишет такую же точно картину. Я недавно гуляла, тут по набережной подходит художник и говорит: девушка, можно я вас нарисую, портрет вам подарю? Мне просто надо, чтобы вы сидели, и я писал с натуры, тогда у меня появляются заказы, говорит, а иначе я вот сижу. Ага, Я вот никак так вот- работает. да, Заказов так было это- немного, How да? it's made. Вот так это работает. Я пока еще... Вот такие дела. То есть, если вы видите человека, которому там рисует портрет, то, возможно, это просто модель. А он тебе доплатил бы? Нет, просто подарил бы портрет, но я так и не выбрала. Пусть тебе нужно было и портрет, и доплата. В общем, смотрите, здесь много реально этих картин с тематикой Крыма. Можно приобрести то, что действительно вам понравится, повесить у себя дома на память о путешествии в Крым. Но это практически Айвазовский. Это что, это Гурзуф Это у нас? Гурзуф, а это практически Айвазовский. Ой, что я встретил? Это судак. Вот так, друзья. Судак нас не А покидает. я Он, вчера вот здесь он была. везде. В Гурзуфе? Мгм. Я тоже когда-нибудь, не когда-нибудь, а уже скоро поднимусь А на я тебе гору могу провести, я знаю Медведь. тропу. Сложно там идти или нет? Тебе не будет сложно. Ну, как-нибудь то посмотрим. Пока только в планах. Так, это Ялта. Кстати, если что, потому что там МЧСники не любят. МЧСники что? МЧСники не любят гору Медведь, потому что туристы там вечно заблуживаются. Так, там можно коптеры запускать? Это я не знаю. О, так и каштанами. Насчет коптеров не знаю, но там даже, говорят, НЛО приземляется. И Ву! то есть, смотри, могут сбить не свои, так чужие. Мы пойдем снимать НЛО. Смотри, это длинная какая-то аллея, это все художники здесь? Или просто перепродают? И художники и перепродают. Ну, ты же знал, что Медведь-гора это место силы? Ну да, слышал. Типа нашего меганома. У нас тоже место силы. Да, вот, похоже. И у нас тоже НЛО там замечает. Такой секрет для зрителей Саши. Вот Пушкинская аллея, католический костел, римско-католическая церковь. И здесь проходят бесплатные за символическую плату концерты органной музыки. В основном Бах тут исполняется Бах-бах. практически каждый день. И просто ты при выходе, вот сколько хочешь, ты как символическое пожертвование вносишь. Там, кто сколько вот может и хочет. Мгм. И вот можно прийти и послушать органную музыку. Вот я Баха обожаю. А вот мы пришли в то место, в которое планировали прийти. Это парк Пионерский. Он старый, тут провели реставрацию его. Сейчас пройдемся, посмотрим, что здесь изменилось. Ты нам уже скажешь, что изменилось. Так, где вход? Вот Изменилось. это? Да, изменилось все, и вы просто сейчас увидите, что сколько людей, насколько он полюбился всем. Вечер, как тут светло, как днем, и можно... Что это значит один? Ну, тут 3 сектора. Ага. 1, 2, 3. В общем, друзья, вот такой парк. Новые такие скамеечки. Все очень чисто. Есть урны. Урны тоже необычные, вот так красиво оформлены. В Из одном дерева. стиле. В одном стиле все, да, выполнено. Вот такое освещение. Жаль, вам плохо видно, но фонарные столбы тоже такие довольно интересные. Тут стоит какой-то у нас памятник. Я не вижу, кто это. Да, Бирюков. Здесь же музей вот, писателя Бирюкова. Он в Ялте жил, да? Да. Тоже, конечно, немножко темновато здесь для моей камеры, по крайней мере. Здесь вот такая Пошли разная тогда вот растительность. Парк... Ой, там какие-то штуки прикольные вон стоят. Сейчас мы везде вот пойдем там. Слышишь звуки? Да, скейт-площадка или Да. что там? Так, в парке установили вот такую площадку скейтерскую для детей. Как видим, выполнена из качественного материала. Не то, что на судаке залили бетоном, который уже сломался. Здесь вот такая, друзья, качественная. Дети вот до ночи катаются, но, конечно, здесь не хватает им освещения. Вот тут бы фонарик еще включить, было бы круто. А вам не темно, кстати? Как вам? Нормально, да? Свет. Хватает света? Да. Или еще нужно фонарь один? А на какой канал снимать? А мы снимаем на администрацию города.
Они посмотрят это. Свет вам нужно, чтобы здесь включили или нет? Да. Потому что темно сильно, да? Короче, встаньте вот туда сейчас. В общем, Я дорогу. куда остановиться? Куда остановиться? Здесь можете стоять. Сейчас, все. Сейчас. Что, здесь будешь или где? Да, здесь. Отойди, мам. Давай еще разок. Повторяйте это в домашних условиях. Как они это делают? Ой. Это страшно. Хочешь повторить? Да я профессионал, я сальто тут крутил. Серьезно? Я шучу. Смотри, блондин какой крутой. В общем, обращаемся к администрации Ялты, чтобы детям здесь включили фонарь. Свет, потому что фонарь тут стоит, а свет не горит на нем почему-то. Площадка темная, и вечером вот так особо не покатаешься, потому что скоро уже зима, начинает рано темнеть. Вот стоит, смотрите, фонарь его не видно, там лампы не горят на нем. Сейчас, смотрите. Вот эта штука вообще прикольная. Жаль, что темно, не сильно вам будет хорошо видно, но круто. Здесь особенно детям вообще, наверное, прикольно полазить будет. Но не только детям. Что, у меня привязана камера к руке. А что ты хочешь? Я ее сейчас сломаю. Да пусть лежит. Не сломает. Нет, уже я могу сделать. Так, друзья, сможет. Что, я могу только повисеть. А если я сейчас сломаю больше? Не сломаешь, тут еще не такие дяденьки. Нет, друзья, я ничего не смогу сделать, я уже стар. Не стар. Только Ты... подтянуться. Оп! Все. Ну еще раз, ну Саша. Я не могу больше. Можешь. Я бы сделал Смотрите. О, какой крутой, я знала, хочу. что ты сможешь. Все, друзья, старость. Стал блогером, забросил спорт. Тут нужно выбирать. Либо показывать вам шикарный Крым, либо заниматься спортом. А я совмещаю. Хотя я, в принципе, совмещаю, хожу по горам, но это не влияет на мое похудение. Да нет. Потому что я ночью много ем. Ты Смотри, не толст. подожди. А что ты ешь? Вот такая штучка есть интересная. Посмотрите, поставили вызов экстренных служб. Тут есть такая кнопочка. Смотрите, Можно можешь- по ней позвонить и вызвать экстренную службу, если вдруг что-то здесь случилось, какое-то происшествие. Ты будешь пробовать? Ну, ты хочешь попробовать? Нет. Чему? Вызовем. Так, что еще здесь? Кстати, парк оборудован камерами, поэтому здесь чисто, ничего не разбито, не покрашено, с баллончиком. И здесь, конечно, не видно вам, но здесь, друзья, шикарные и высокие кипарисы растут. А самое главное, что парк же старый, и здесь тень всегда, то есть в любую самую жару в этом парке можно укрыться в тени. Прийти сюда летом можно было погулять. Ну, в общем, прикольный парк. А раньше что здесь было? Здесь было типа парк, но он настолько уже морально устарел. Плиточки, ничего не было этого, да? Была Просто. такая старая, советская, то есть и то, что сейчас, это небо и земля. Да я сюда не помещусь даже. Поместишься. Так я точно выдержу? Конечно, я... Вот будет сейчас кадр, когда я упаду. Нет, я проверяла. Так ты лёгкая. Юху! Друзья, вспоминаем детство. Так, а не остановиться теперь. Ставьте лайк. Друзья, лайк. Ставьте лайк этому смельчаку, который втиснул свою попку в детскую качельку. Он так переживал. Это для взрослых. Он переживал, что его попка не поместится. Я И вместился. тем самым меня так рассмешил. Что, будем завершать ролик, наверное? Ну, завершай. Что скажу? Ну что, друзья, вот и подходит видеоролик к концу. Это была такая спонтанная встреча с Аполлинарией. Мы заранее особо не планировали видеоролик. И в другой раз мы обязательно спланируем в какое-нибудь интересное место. И все для вас снимем и покажем. Но с вами был я, Александр Михаленко, Аполлинария Гордиенко. Переходите к ней на канал, он будет в ссылочке по описанию. Подписывайтесь, смотрите ролики. А мы с вами встретимся уже завтра в 18:00. Всем пока!